Едем на супер популярную смотровую площадку. Я думаю, она где-то вон там. Что еще хотела сказать? Вот эти бананы маленькие, они здесь растут, их выращивают очень много. Вот так, на таком красивом фоне покажу. Просто в восторге, они очень вкусные. Если вдруг маленькие бананы увидите, выбирайте маленькие. Вот это вид парковки. Нам еще минут 20 подниматься, потому что Жанна молодец, все заранее изучила по Google отзывам, что не надо подниматься на парковку на самом верху с кожурой банановой. Ради нее стоило сюда идти. И то мы отошли от смотровых площадок, чуть-чуть более пустынная часть, потому что здесь просто вид мне намного больше нравится. Ребят, ну я не знаю, из чего он сделан, но он живой. Да, если вы не знали, Роналду с острова Мадейра. Аэропорт его именем назван. Точно не живой? Здесь очень большой, красивый ботанический сад. Можно было подняться сюда на фуникулере, если вы готовы 20 евро отдать за человека. Туда-обратно, конечно. Мне нравится сочетание цветов темно-серого и зеленого. Вот. Пасмурные тропики. У меня вот такие ассоциации. Мне очень комфортно находиться среди таких цветов. Вон там проход находится под ручьем. Енту рыба. Ты хороший мальчик приплыл. Ну, я уже коллекционирую фламинго, мне кажется. Эти тоже розовые, одобряю. Так близко. И так нельзя трогать их. Ну, правда же, клюшка для игры в крокет. Как это? Алиса в стране чудес. Очень красивый сад. Единственное, что меня смущает... Это рыбы огромные! Это не камни, вот это рыбы! Так, ладно, я говорила о том, что... О, мужик стоит там, ничего себе! Так, ладно, опять меня отвлекает что-то. И там на лавочке вот так сидеть. Вау. И тут рыбки. Ну вот, считай, и на Бали съездили. Да, тут постояли, поболтали, поплыли по делам дальше. Парк какой-то просто невероятно красивый. Сам внизу весь город и вода. Должно быть виднее. Город Фуншал. Если вы фанат растений, животных, природы, так же, как и я, то вот этот вот восторг обеспечен. Плавали, вышли почесаться. Необычный способ себя почесать. Классно, когда у тебя длинная шея. Можешь хоть ногу почесать. Будь здоров. А, ты не чесал? Я вот смотрю на этот вид и... Я не знаю, мне просто тяжело поверить, что вот я это вижу. Нереально красивое. Нереально захватывающе. И просто нереально. Мне очень нравится. Я не перестаю удивляться этому месту. Сколько здесь прекрасных видов, это невозможно. Просто это природа, она творит что-то невероятное. Вчера я читала про острова, мне стало очень интересно, вообще как они появляются, по-любому они отличаются друг от друга. Моими словами, если кратко, то большинство таких островов, довольно больших, либо отломившиеся когда-то от континента, либо, вот как Мадейра, в том числе вулканические. Ну, то есть изначально был вулкан, который до какого-то времени был активным, здесь он не активный. Вчера мы ездили на вершину, и что-то из этого было вулканом. Посмотрите на это. Господи. Храни вулканы. Канарские острова, Мадейра, в основном
Исландия, там вообще активный вулкан. Они вулканические. Острова, которые, как из рекламы Баунти, это атоллы. Они образованы коралловыми рифами. Вот. И там, оказывается, очень бедная флора и фауна в целом. Там только пальмы да песок белый. Смотрите. Еще много мыслей здесь. Насколько отличается состояние людей, которые живут на острове, например, здесь, от людей, живущих в больших городах каких-нибудь или на континенте. Но есть предположение, и вполне себе обоснованные, что люди здесь должны быть счастливее. Допустим, те, кто живет в Москве или в Санкт-Петербурге. Все понятно. Итак, мы сидим вот здесь, размышляем, идти ли дальше вон туда. Пришли мы вон откуда-то. Вот так. В общем, шли долго. Здесь дует сильный ветер. Вот здесь не живут люди. Есть одна тропа, которая вот маршрут туда дальше. Если слышите, вот такой ветер тут дует. Заметила за собой. Когда поднимаемся куда-то с группой, туром, хайкинг, когда есть какой-то очень резкий, тяжелый подъем вверх, какой-то у меня включается режим горной козы, и я за пару минут обгоняю всех. Я не на последних силах это делаю. Может, это второе дыхание так называется. Мы бродили по жаре, там нас обманули, ну или я обманулась, неважно. Но в чем? Шли из-за этого к кофейню. Есть сырники, я их не ела с момента, как уехала. Нашли развлечения, прийти, смотреть, как взлетают и приземляются самолеты, чтобы не пугаться потом всех этих страшных названий видео. Он взлетает! Смотрите, какой хороший летит. А теперь про приземление. Вот то самое видео, которое я посмотрела, оно было про приземление. Аэропорт считается сложным для приземления, потому что там как-то нужно хитро повернуть резко со стороны гор сюда. Но сейчас мы посмотрим, что все гладко и сладко проходит. Не верьте тому, что пишут в интернете. Очень красиво. Спасибо, ребят. Теперь я не боюсь самолета. Самолет какой-то. Я тут уже очень долго. И мне кажется, после этих мадейровских самолетов я теперь перестану их бояться и начну любить.